А сейчас я тут пробую свои силы в сборе замечательного чая Хуанья, то есть хашаньская желтая почка. Вот, мне выделили специальную корзиночку. Вот, мне, кстати, ее подарили, так что привезу ее, наверное, с собой. Вот, замечательная корзиночка. Кстати, заметил, как я уже тоже говорил в некоторых других видео, в разных провинциях, в разных местах разные бамбуковые корзиночки, прежде всего по размеру. Так как Хуанья довольно маленькая, то здесь собирают и инжень, да, и, соответственно, и Хуанья тоже. Вот, то здесь обычно почка с листиком, либо просто почка. Соответственно, собирать довольно долго и размер довольно небольшой. Вот, то есть вот я вот собираю, тут уже, не знаю, несколько минут, у меня там на донышке всего лишь, даже донышко не закрылось еще. Поэтому, собственно, корзинку, чтобы не обременять, он ее делает очень маленькой. Здесь другой сорт абсолютно куста, вот мы были только что в Люань, вот, то есть, казалось бы, совсем рядом, но куст абсолютно другой. Здесь очень большое количество побегов, то есть на одном таком черенке может быть, да, там, смотрю, 5-7 даже таких маленьких отростков с почкой и листик, то есть довольно-таки плодородный такой куст. Поэтому, в общем-то, Хуанья собирают довольно долго, то есть ее собирают, начинают собирать в зависимости от погоды в марте, бывает чуть позже, вот, и заканчивают уже ближе к июню, вот, тоже в зависимости от погоды, от того, какие условия. Вот, самый хороший, естественно, самый ранний. Вот, сейчас, в принципе, еще продолжается сбор самого хорошего, то есть буквально сегодня здесь собирали инжень, вот, то есть серебристые пики. Вот. Кстати, здесь инжень особо ценный, потому что местный инжень, желтый чай, считается одним из вообще самых редких желтых чаев, потому что его действительно очень мало. То есть я вот в прошлом году приехал, мы нашли в одном месте 300 грамм, в другом 500. Вот такие количества примерно чая, да, то есть, ну, вот взяли, где было 500. Сейчас вот я приехал к нашим друзьям, которым в прошлом году мы были, и у них есть всего лишь 300 грамм. Вот это все, что они сделали. Ну, то есть у них там было, конечно, побольше в начале апреля, но сам факт. То есть чай действительно редкий. А Хуанья, вот уже который, собственно, то, что я сейчас собираю, его, конечно, побольше. Он бывает и довольно недорогой. Вот, но все-таки, тем не менее, считается чаем таким же, скорее, ближе к изысканному, чем рядовым.
Рядом с чайными плантациями здесь в Хошань прогуливались и увидели такие замечательные 3 норы. Я сначала подумал, что это какой-то местный зверь тут обитает, а потом спросил, значит, у хозяйки, говорит, что это они просто зимой так хранят овощи. То есть это такой вид, своеобразный вид погреба. Просто берут в склоне. Причем именно я спросил, почему именно здесь, потому что здесь, говорит, склон, а здесь там камень уже, то есть как бы докапывают до самого камня, там немножечко глина внизу, да, и, значит, изнутри все выкладывают камнями и закладывают туда всякую картошку, морковку, то есть там все, короче, все корнеплоды, которые можно, они вот так вот хранят, потом закрывают крышкой. Вот, и у них считается самый такой лучший способ хранения овощей зимой. А сзади меня такой огромнейший чамяо, наверное, впервые вижу таких размеров, потому что даже он весь не попадает, наверное, сейчас в поле зрения. То есть он такая огромная лощина, которая вся вот буквально только-только разработана. Вот и здесь буквально такие вот кустики, может быть, годик, 2, там 3 некоторые, да, то есть еще пока чай не собирают. То есть тут как раз я спросил тоже местных жителей, говорят то, что в последнее время потихонечку начинает развиваться этот регион, тоже дороги тут строятся. Кстати, вот как раз в этом видео прошлогоднем из Хошань тоже об этом говорил. И все больше и больше людей приезжает, соответственно, больше туристов, больше покупают чай. И вот они таким образом расширяются, то есть тут прям туда еще почти километр новой посадки Хошань-Хуанья.